Здравствуйте, товарищи. Желаю здоровья всем сотрудникам компании Россети. В частности, особенно тем сотрудникам, которые сейчас работают на земле. В условиях пандемии, в условиях особых условий, при особых условиях труда, а в особенности ОВБшникам, братьям ОВБшникам. Всем привет, здорово. Хотел бы я обсудить новости Россетей, да. Павел Левинский, как вы знаете, это глава нашей Россетей. Много чего наговорил. Сначала коронакризиса, особенности о заботе о сотрудниках и все остальное. И какие мы молодцы, и как мы спасаем и людей, и врачей, и больницы, и вместе с космонавтами, и врачами боремся, песню записали, все остальное. И как они о нас хорошо заботятся в этих условиях. Я уж не знаю, как всем, но товарищи ЛБшники со всех МРСК, соответственно, с дочерних компаний Россетей. Надеюсь, в комментариях пишут ответ на вопрос. А была ли произведена хоть раз обещанная господином Левинским, как она, оплата, надбавка 30% всем тем сотрудникам, кто остается на рабочих местах, обеспечивает непрерывный рабочий процесс. Даже сейчас читаю, как она тут, как он приказал поручил генеральным директорам дочерних обществ взять на личный контроль выплату 30% надбавки персоналу, стоящему на рабочих местах, непосредственно обеспечивать надежность электроснабжения, непрерывность производственных процессов. Да, господа ЛБшники. Попросил провести дополнительные беседы с персоналом на неукоснительное соблюдение правил режима самоизоляции всеми работниками группы Россети. Александр Новый поблагодарил персонально руководство группы Россети за качественную работу по защите сотрудников, мгновенную реакцию на любые запросы, связанные с обеспечением надежного электроснабжения потребителям медицинских учреждений, о защите сотрудников, да. Особое внимание в своем докладе Павел Левинский уделил участию группы по борьбе с COVID-19 в профилактических мерах по защите персонала и потребителей. На особом контроле находятся технические присоединения. Да ладно. В ходе совещания глава Россетей подчеркнул, что планы группы по подготовке к предстоящему сезону пиковых нагрузок в любом случае выполнены будут в полном объеме без изменения сроков. Им хорошо в кабинетах обещать. Они все там молодцы. Но чьими руками они это все сделать обещают, на тех, как говорится, срать они хотели. Много чего там. Как обеспечает нас средствами индивидуальной защиты в борьбе с коронавирусом. Как нам платят деньги за такую работу нелегкую, за то, что мы спасаем производство, скажем так, обеспечиваем непрерывность передачи электроэнергии, обеспечиваем непрерывность технологических циклов, обеспечиваем, главное, непрерывность денежных потоков в компанию. Да, для господов акционеров, коим я являюсь тоже.
покажется, что это вроде бы хорошо. Меньше денег платят, больше денег остается в компании, и потом, соответственно, распределение прибыли. Но вот уже 5 лет я пытаюсь разговаривать с начальством, со всеми остальными. К чему все это идет, к чему приходит? Во многих уже областях, по крайней мере, в подразделениях МРСК-центра и Приволжья, просто не остается работников. И сейчас вот еще такой момент наступил, где все эти их очередные обещания, где все их слова и сказки становятся открытыми, да, все становится видно людям. Сейчас вот кто мне не хотел видеть, не хотел глядеть, уже все понимают, когда всех кинули, когда ни о ком не заботятся, никакие средства индивидуальной защиты не выдаются, ничего не производится, не ограничивается. Контакты персонала друг с другом и с потребителями, потому что, как нам написали, мы должны осуществлять работу, непосредственно связанную с технологическим процессом. Но нет, пока те у нас сидят дома, люди, господа ВБшники, у нас ездят работать за всех, как и за сбыт посылают работать, да, и все это за бесплатно, как и за РЭС, когда ты работаешь, в общем-то, в службе подстанций, выезжаешь в деревня, в сбыте пишут распоряжение, задание выехать на списание счетчиков по домам, в деревнях, ходить какие-то опоры подписывать. Очень важно сейчас вот это все. Особенно опоры. Старенькую циферку переместить на новенькую, более свеженькую циферку, по деревням ходить, где люди каждый день подходит, а что вы тут делаете, опоры менять хотите или нет. Каждый подойдет, каждый раз спрашивает. Говорит, да нет, просто циферка рисуем. Опоры у вас еще и старенькие постоят. Цифровизация у нас нынче опоры не нужны, говорят, все. Вот. Работаем в условиях без выходных по 12 часов. Переработка, максимальная годовая переработка уже давно захлебнулась, уже выше. Уставшие, не выспавшиеся, с хронической усталостью. По 12 часов без выходных. Это уже 2,5 месяца. 1,5 месяца вообще без выходных. Сейчас чуть полегче, с половинчатыми выходными. Но, тем не менее, не оплачивается ни переработка, не платится ни компенсация за условия труда в пандемию, обещанные господином Левинским. Ни условия труда не соблюдаются, самое главное, без сна и отдыха. Комнат отдыха нет, они отсутствуют, комнаты приема пищи тоже нет. Санитарные нормы никакие не соблюдаются на рабочих местах вообще. Да бывает и обедать некогда. 12 часов позапрошлую смену я успел выпить 2 стакана холодной родниковой воды за всю смену, да. И вот у меня вопросы господину Левинскому. Все вот эти слова, все вот эти высокие слоганы, которые он тут высказывает, приказы дает директорам дочерних компаний, лично проконтролирует 3% надбавку к людям, остающимся на работе, обеспечивающим непрерывность технологических процессов, да. Кто здесь врет? Либо господин Левинский нам лжет, ну, либо его подчиненные на его подчиненным, на его приказы просто срать. Они просто срать хотели на все его разговоры, на все его обещания и приказы. Тогда зачем нам нужен такой голова? Рассказывать сказки на телевидении, Путину, Новаку, писать на сайтах хорошие цифры, как у нас все хорошо, веселые картинки выкладывать, и песни петь, да, песни вместе с космонавтами, как мы боремся, вместе с врачами, со всеми остальными. И
Днем Победы побеждаем врага неукоснительно. Ну-ка вот, господин Левинский, ответьте. Либо вы не в курсе, что происходит, вы действительно верите, то есть вы действительно все, может, даже какие-то деньги выделяете, там, как у вас там этот весь процесс происходит. Россеть или дочерние компании должны своими средствами, скорее всего, обеспечить, да, но ни один ваш приказ, ни один все ваши слова, все рассказы хорошие, ложь, просто ложь. Господа ОБшники, здорово. Всем, кто работает в Россетях, здорово. Всем людям, находящимся сейчас в условии пандемии COVID-19, SARS-CoV-2, как хотите, коронавирус или просто там чахотка. Всем желаю здоровья. Пока. И, возможно, увидимся, если это видео кто-то увидит, оно выйдет в свет. Возможно, я уже не буду являться сотрудником Россетей. У нас все так и делается в стране. Но это будет повод для других выпусков, другой серий, сериал. Так что, если что, на всякий случай можете подписаться. Я думаю, этим все просто так не закончится. Всем пока.